А нас еще пускать не хотели. Как можно в таком красивом свитере не пускать? Завтра худеющего человека. У нас появился человек в подчинении. Пока что результаты очень плачевные, очень плачевные. Несмотря на то, что декабрь только начинается, нашу недельку уже можно смело назвать предновогодняя суета. Этот переезд просто разрывает мозги, ты мысленно уже должен готовиться к спектаклям в Москве, куча организационных моментов, должен решить вопрос с арендой квартиры в Москве, куча тут вещей, мы сейчас активно работаем над курсом. В общем, надо каким-то чудом все успеть, и поэтому у тебя просто взрывается мозг, ты жутко не досыпаешь, но при этом счастлив от того, что загружен классными вещами, и впереди тебя ждут интересные истории. Поэтому в этом влоге мы решили продолжить наш экспериментальный формат, который был одно видео назад, где я читал свои статьи с форума Gypsy Team и в двух словах рассказываю о истории своей жизни, как произошло так, что я был должен около $1 миллиона и, в общем, каким сверхчудом я к этому вопросу пришел. Если вдруг ты еще не посмотрел начало истории, то рекомендую вначале тебе посмотреть наш влог с названием «Исполняем мечту подписчика». И сейчас я продолжу, почитаю вам еще несколько заметок своего форума на Gypsy. Приятного просмотра-прослушивания. С чего начинается ваш день? А наш день начинается в 8 часов вечера в пивной номер 1 вместе с Руди и его прекрасным новым шерстяным кофточкой. Новым шерстяным кофточкой! Как настроение? Худеем, работаем. Да, каждый день Толя говорит, мы худеем, но после этого мы идем в пивную, смотрим с чипсиками и пивасиком «Бумажный дом». В общем, отлично проводим время. Все заметили, что у меня хорошее настроение. Такое бывает редко, запоминайте. Приехали наши первые друзья. А нас еще пускать не хотели. Как можно в таком красивом свитере не пускать? Но пустили. Тише. Я понимаю, что ему так удобнее, но у меня там... Все, короче, съели по одному раку, и Ульяна съела 2 ведра. Да! Руди переодели. Руди приодели, но только он без одежды почему-то. Но играет зато с тематической игрушкой. Если кому нужны номера недорого. Кстати, именно с этой заметки началась определенная популярность моя на форуме Gypsy Team, потому что администратор выложил мой пост в новостную ленту, и большое количество ребят зашло, почитало, посмотрело, подписалась, поставила плюсики и так далее. Поэтому отдельный респект тогда за поддержку моей истории. Продолжим. Далее я не буду использовать реальные названия некоторых организаций и людей в них, поскольку мне бы этого не очень хотелось по разным соображениям. Поэтому давайте назовем мои заметки художественным вымыслом, и некоторые названия будут скорректированы. Заказчиком оказался некий благотворительный фонд, допустим, «Склей ласты». А праздник был для детей из детских домов и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Про долгую работу в дальнейшем с этими детьми я расскажу отдельно, потому что эта тема для меня особенно важна. Проходить мероприятие должно было в терминале одной железнодорожной компании, одного из московских аэропортов. Место не очевидное, но эта железнодорожная компания, давайте назовем ее СЗЕ, была основным спонсором фонда. В смете работ значилось украшение шариками, аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка, аренда музыкального оборудования. И тусовка продолжается! Автопари у нас дома! Автопари! А можно такой глупый вопрос? Вот смотри, период, когда... в смысле, это прям был период очень сильного распространения игры, когда многие о нем... Так, наступил день мероприятия. С артистами проблем не было, с оборудованием тоже, мы уже прикупили пару колоночек и микрофонов, а вот с шариками был затык. Мы же солидная организация, которая хочет произвести впечатление на заказчика, поэтому два парня, которые сами вяжут шарики, как-то не вписывались в эту концепцию.
Денег нанимать других людей особо не было. Поэтому мы приехали максимально рано, все сделали и к приезду заказчика были уже переодеты в костюмы с галстуками. В 2008 мы думали, что это один из главных показателей солидности компании. Я был Анатолий, руководитель отдела оформления, а мой компаньон Игорь – руководитель отдела детских праздников. У нас были визитки. Визитки, Карл, специально сделанные малым тиражом для этого события. Я готовлю. Покажи, что я готовлю. Ну покажи. Ульянка готовит. Покажи. Покажи, что я тебя радую вкусным завтраком. Покажи. Это омлет с грибами. Лучок я добавляю для вкуса. Все, кто ненавидит лук, идите в жопу. Это очень вкусно. Если бы вы попробовали, вы даже бы не поняли, что там лук. Это вот завтрак худеющего человека. Ну блин, на завтрак можно такие вещи есть. Это считай, как будто ты в отеле поел. Согласен. Вот. И потом мы все это заворачиваем в мой любимый конвертик. И вот так. И это у нас греется уже вот в таком виде. По кайфу. И это так вкусненько. И мы еще не расскажем вам, но я расскажу одна. Мы еще будем есть сегодня бутерброд с икрой. С завтрашнего дня думаю отказаться от бутерброда с икрой. Тот, кто понял, понял. Ну, никто не понял, конечно. Кроме Гарика Томасяна, да. Да. Мы уже раз 10-й, наверное, вам говорим о том, что мы переезжаем скоро. Привет! Вот, и поэтому сейчас мы избавляемся от всех ненужных вещей. Поскольку мы для стримов заказывали разные штуки, которые нам не понадобились, мы сейчас будем их отдавать мы. Я, Анатолию взяла эту дурную привычку говорить про себя во множественном числе. Короче, я сейчас отдам детям игрушки, которые нам не понадобились. Как я сказала Толе, что я отдаю игрушки, он сказал: а как? Я хочу провести стрим. Но я сказала, уже поздно, я пообещала. Так что сейчас посмотрим на реакцию. Как это открыть? Откройте мне, пожалуйста. Спасибо. О! Так, смотрите, сейчас. Класс! Мне сделали ресницы. Лучше бы я их не делала. Я уже пробесилась на улице, конечно. Я не знаю теперь, как я буду целую неделю ходить и показывать себя на видео. Но это просто жесть. Это вообще, это отвратительно. Я не могу, я больше не буду делать ресницы, мне кажется, все. Праздник прошел отлично, ну и, конечно, самое время было выяснить, как много у фонда «Склей ласты» мероприятий и почему у них нет своего постоянного подрядчика. Выяснилось, что мероприятий у них много, и подрядчик у них есть, но их не устраивают цены, по которым тот работает. Этот же подрядчик обслуживал все мероприятия СЗЕ. Как выяснилось потом, абсурд состоял в том, что компания называлась «Пупкин и партнеры», а руководителем департамента СЗЕ, который отвечал за все мероприятия, был господин Пупкин. Ну а что? Россия образца 2008 года. На удивление, сотрудники фонда реально считали деньги. Внутри фонда отсутствовала коррупция в прямом значении этого слова. Поэтому они искали подрядчика, готового качественно работать по рыночным ценам. Тогда мне было 23 года, и я думал, что так должны работать все. Выяснилось, что это практически эксклюзивный случай. Ребята, всем доброе утро! 12 часов дня. Для Руди эта погода ужасна, но сегодня он гуляет, потому что мы играем в мячик, и он даже не замечает, что это плохая погода. Так вот, вопрос на засыпку. Как, по вашему мнению, в Сочи нужно выглядеть в такую погодку? Как нужно одеваться? Я думаю, явно не так. Пришли в кафе. Даже в кафе, когда сидим. А что замолчали? Мы думаем, Вот, сидят и разговаривают про покер. Как всегда. Это еще элемент все-таки, знаешь,
твоей уверенности, например, стояние волыны. Вот. В общем, мероприятие закончилось благодарностью в нашу сторону и фразой «Мы вам позвоним». Как же часто я слышал эту фразу на актерских кастингах. Почти 2 месяца звонков не было, и мы уже подумали, что сделали что-то не так. Но тут звонок прозвучал. А на почту прилетело письмо с описанием большого количества мероприятий аж до сентября и бюджетами. Каждый из них стоило от 150 до 800 тысяч рублей. Бинго! Подумали мы, спектакль продолжается, пора гладить рубашки и покупать новые галстуки. Но и это было всего лишь маленьким началом. Занимаемся преследованием. Глеб идет в наушниках и не знает, что я иду сзади, совершенно случайно. Так случается только в Сочи. Можно встретить любого человека на улице и проследить за ним и снимать его на видео. Теперь давайте напугаем Глеба. Привет! Ой, как нам страшно. Ой-ой-ой. Не ожидал? Не ожидал. Героически отстояла офигенскую очередь на Почте России, чтобы получить классную шапочку, которую мне сшила моя подруга, связала. Она теперь вяжет, и мы сейчас с вами посмотрим эту шапочку. И если она вам понравится, я вам расскажу, где ее можно заказать. В общем, вот как-то так я выгляжу. Не знаю еще, не видела сама. Сейчас пересмотрю видео. Очень мягенькая шапочка, теплая. В Москве мне будет очень хорошо в ней ходить. Ушки не мерзнут, все закрыто. И она как плюшевый медвежонок. Дианочка, спасибо тебе большое. Получив солидный пул заказов на ближайшие полгода, мы с напарником задумались об увеличении штата компании. Был нанят самый необходимый человек – Коля. У нас появился человек в подчинении. Солидно, что сказать. На Колю сразу же упало все. Оформление шариками, отвезти, привезти, починить. В общем, все то, что отвлекало руководителей высокого звена от всякого рода небожительских дел и сверхразумных решений. Мероприятия были разными, от праздника в парке для многодетных семей до спартакиады на стадионе для детей из детских домов. Параллельно с мероприятиями для нашего основного заказчика увеличивалось количество праздников и от других клиентов. Бабосики капали, появилось пузо стало расти, бабосики продолжали капать. Наступил потрясающий летний денек. Я оказался в офисе нашего фонда «Склейласты», и на тот момент я уже был в статусе руководителя «Грусти нет», в глазах этой компании. Уж не помню, какую легенду моего карьерного роста из начальника отдела оформления мы сочинили, но это не важно. Пришло время познакомиться с руководителем фонда. Руководителем оказалась женщина, а точнее девушка, на пару лет старше меня. Я видел ее на мероприятиях до этого, но наше общение не заходило дальше рядового «здравствуйте». Мы обсуждали планы по дальнейшим мероприятиям, обменивались впечатлениями о проведенных, слушали критику, делали выводы. Тогда меня удивило 2 вещи. Первое. Как такая молодая девушка может быть руководителем достаточно крупной организации? А вторая, как у нее все так отлично получается? Складывается впечатление, что все сотрудники получают удовольствие от своей работы. У нее у самой горят глаза от новых идей. Я точно понимал, что люди работают не только из-за СМС-сообщения о пополнении баланса. Они действительно неравнодушно относятся к проблемам детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это подкупало. Продолжая концепцию необычных имен, давайте представим, что ее звали Ариэль. Вы думаете, быть актером легко? Нет. Я сейчас вам покажу движение, которое я учу с видео уже 20 минут. И пока что результаты очень плачевные, потому что в институте у меня всегда была большая практика в танцах, и мне было легко учить все. Сейчас у меня уже нет практики 2 года, и я не могу это дебильное движение сделать хорошо. Смотрите. Да, движение не дебильное, это я так выразилась, потому что я злюсь, что я его не могу сделать. Оно очень красивое. Хочу сделать тоже красиво, пока не получается, но буду тренироваться. Мы с шагом ведем ручки в обратную сторону, их отворачиваем. То есть как бы хоп, развернули, хоп,
развернули. Пока что очень хреново у меня получается это упражнение на координацию. Раньше в институте на координацию мы делали кучу упражнений, я сейчас даже не вспомню, знаете, 5, 6, 7, 8, раз. Я вот специально найду, короче, видео, как я раньше это делала. Это кажется, что легко. Но на том видосе я чуть ли не была. 1, 2, 3, что-то 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ну а теперь, когда я натанцевалась, мой финальный диалог с Щелкунчиком. Это добрая весть. Я не нахожу вас безобразным. Вы так великодушны. Вы так великодушны, а ваше сердце наполнено любовью. Я люблю вас, мой прекрасный принц. Надеюсь, это было хорошо. Я даже вспомнила все слова. А вот это было мое зеркало, с которым я репетировала эти движения. После окончания встречи Ариэль нужно было добраться в другой конец Садового кольца, ее водитель был занят каким-то поручением, и я вызвался взвалить на себя обязанности персонального водителя. В дороге мы много болтали о планах на жизнь, о желаниях сделать мир чуточку лучше. Адские пробки превратили нашу дорогу в вечность. Пришлось даже перекусить в элитном ресторане под гордым названием «Крошка-картошка». Я был удивлен, что Ариэль питается в близких моему сердцу заведениях. Там-то я услышал от нее 3 заветных. 3 заветных слова, изменивших мою жизнь. Ёлки на вокзале. У нее было желание сделать какое-то необычное масштабное мероприятие. Чем плохи новогодние елки на вокзалах? Ну, сложно представить, что это что-то интересное. Забегая вперед, когда мероприятие состоялось, и я приглашал друзей с детьми, самыми частыми вопросами были типа «А чё с бомжами? Одеваться вообще тепло надо?» Ариэль спросила меня о возможности создания необходимых условий для проведения спектакля на вокзале, а также об опыте создания подобных проектов. Я, конечно же, даже близко не представлял, о чем речь и что вообще для этого нужно. Но, как и полагается большому руководителю солидной компании, с гордостью заявил: опыт колоссальный. Все сделаем в лучшем виде. Сегодня я не на шутку задумалась. Я всегда варила супы. Это мое самое любимое времяпрепровождение за плитой. Потому что ничего другого мне не то чтобы не удается, но ничего особенного я из этого не делаю. А супы у меня были всегда вкусные, всегда нравились Толе, любые. Но сегодня я заказала борщ во вкусвилле. Толя его поел, я прихожу забирать тарелку, и у него были такие эмоции, которых я никогда не видела, когда варила супы я. И я поняла, что я что-то не понимаю в этой жизни, и я чего-то не знаю, и мне срочно нужно начинать снова варить супы, потому что я с большим грузом на душе сказала ему: это не мой суп. И он расстроился, и я расстроилась. Я понимаю, для вас это может быть дебильная история, но для меня это было важно. Самое то потанцевать, когда объелась. Ба. Пойдемте собирать чемоданы. На следующей неделе мы начали ездить по вокзалам Москвы, чтобы выбрать подходящий зал. А я стал изучать аренду сцены, света, звука, искать спектакль, думать о нюансах работы с детьми на массовых мероприятиях и огромное количество прочих вопросов. Процесс пошел, и мы получили первый заказ, стоимость которого состояла из 7 цифр. Подробнее об этом мероприятии, знакомстве с президентом СЗЕ, первой ошибкой в смете и многом другом в нашей новой заметке. Вывод. Прелесть жизни в том, что каждый новый день, час, минута может изменить вашу жизнь. Один звонок, одна встреча, один all-in.
Но нужно дать шанс себе увидеть эту возможность изменения, поймать ее и не отпускать. В общем, не покерные ребята не поймут, но я не могу это не показать. Активно работаем над нашим обучающим продвинутым курсом. В общем, для покерных информация. Насчет ренжей, мы когда сделали первый курс, там была информация попроще, а сейчас мы немного решили расширить ренжи, и теперь просто посмотрите, о чем речь. Ну, просто жмакни, я не знаю, 60 блайндов. Пожалуйста, open raise. Ну давай, не, мы открыли, что нам делать против 3-бета? Что нам делать против 3-бета? Какую позицию? Какую позицию вы хотите выбрать? Тиринь. Ну давай. хаджек против Баттон. Баттона. Па-бам. Все просто. Все просто, буквально несколько сотен часов работы, и вы заполнили все, что угодно. Да, а давай, в нас запушили 7 блайндов. Что нам делать? Мы на катофе запушили с ЕП. У нас только 10 блайндов есть. Ну мы можем включить логику. Давай откуда? На катофе? Да. На катофе против кого? И против утюга. Ну давай против кого угодно. Котов, ну давай против утюга есть вот такой. То есть вот это кола лына такой. И, соответственно, если 7 блайндов, мы... Ну, все те же карты, которые... Ну, у нас 7 блайндов, подожди. 7 блайндов. Мы не открываем ничего с котов. Красавчик! Все нормально, видите, работа идет. Уже много часов сидим, а мозг еще работает. Что мы пушим с 7 блайндами? Давай посмотрим. All-in. Давай. Ну, мы можем посмотреть с 8 и 6. Но я думаю, это справятся ребята с этой задачей, да? Не знаю. Вопрос, как ты думаешь, сколько всего ренджей у нас в этом курсе? Ну, я не знаю, это нужно еще потратить несколько часов, чтобы сосчитать. Да, но я думаю, что ренджей 300 или 350, ребят, сделать, нарисовать, Ну, давай, да, вот котов. и интегрировать. 8 блайндов, что мы пушим? Вот такой рейндж, и все, мы не играем. Ну, да не надо лимпом играть. Вот играйте эту страту, и будет вам счастье, и вы такие, зашибись, наконец-то я знаю ответ. Сорян, не покерная аудитория, которую мы сейчас немного взорвали мозг, но для вас информация, те, кто думает, что покер это легко, нет, это не так легко, как вы думаете. В общем, если кто-то подумал, что предыдущая информация на префлопе, она как бы сложная, да, мы подготовили доступный и понятный материал для игры на постфлопе. Ну, буквально ненавязчивая веточка. Ну да, вот это Ну, не структуры с хвалит, наибольшим всё. чек-рейзом. Все, наполнение диапазона мы не будем показывать. Главное, что... Просто вот так промотай вот так просто. Вот. Ну, нормально. Да, просто чуть-чуть, немного очень понятно. Короче, Так. схема железных дорог или схема метро. Да, это схема метро Нью-Йорка. Нет, нет. Вот эту откроем еще. Мы строим новую По дилеям страну. как нормально. По делеям, да, вот можно чуть-чуть. Страна ДТХ, и внутри будет такое метро. Вот. Ну, в общем, еще раз скажу, покер это просто. Вот, ничего сложного. Это преступление. Так много работать и не есть. Поэтому... Еда! Рудики, купать. У нас один подписчик написал, что у нас во влогах слишком много еды. Вот, пожалуйста, еще больше еды. Мы обычно заказываем морепродукты в деликатесе, потому что это самая лучшая упаковка, мне кажется. Ну и, конечно, тут очень вкусно. А Толя сегодня не все это съест, но кайфанет, да? Вот. Курсик пишут ребятки целыми днями. Я вас люблю. Приятного аппетита. Спасибо. Была сейчас из Боксбери переноска для Руди. Ну, такая тяжелая, массивненькая. Очень рада, что я пошла без Руди, потому что переноска такая тяжелая, что мне пришлось вызвать такси, ехать на такси. Если бы я сейчас была с Руди, я не знаю вообще. Короче, если так глобально задуматься, я не представляю, как вообще люди живут и воспитывают детей, потому что мне с собакой это трудно. Вот такой вот вопрос риторический. С колеса можно будет не нести на руках, а вести. Да, Руди? Ой, блин, не знаю даже, поместишься ты сюда или нет. Я поняла, вот.
Разгибается. Вот такой домик на колесиках, в который Руди не хочет залезать. Прям тебе покажем, Толя. Толя, мы собрали ее. Мы собрали. Это кто такое? Оно огромное. Руди, так это ты там не один поедешь, что ли? Нет, он туда, по-моему, не помещается. Не может быть. Ну, короче, я не могу его Руди, туда где засунуть. кухня у тебя тут Ты будет? можешь его туда положить? Давай, залезай. Залезай! Да залезай, там кайф вообще. Залезай! Сюда иди. Иди, Всё, давай, заходи. залезай уже. Давай, никто ждать не будет. Давай, молодец, молодец! 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 Руди! Толя, ты красавчик! Он сейчас залез первый раз. Стой! Молодец! Сейчас вкусняшку дам ждать, Руди, ждать. Все, Ждать. пока иди посмотри гостиную. Руди, ждать. Сейчас вкусняшку дам. Сейчас тебе вкусняшку принесу. Ага, он уже вышел. На место. Блин, а как его? Ну классная же штука, ему тут комфортно должно. Да, конечно, она огромная. Давай, запрыгивай. Давай, Давай, запрыгивай. туда. Будем силой, пусть постоит пока, и будем туда подкладывать вкусняшки. Он будет искать их постоянно, да? Еще чего, хотели меня обмануть, да? Но померили зато, и он туда залез. И все нормально. Только уже вся переноска наперекосяк, блин. Думаю, что на этом небольшая наша история во влоге закончится. В каком-нибудь другом влоге мы обязательно ее продолжим. Надеюсь, вам это интересно, не грустно. И формат видеовлога позволяет немного расширить возможное впечатление от прочитанного за счет все-таки моей подачи и видеоформата. Спасибо, что смотришь нас. Шипит! Итак, всем привет! Результаты предыдущего влога. Чек! В предыдущем розыгрыше маленькой машинки Lamborghini победила Александра Винюкова. Комментарий. Мой самый стыдный провал с машиной случился, когда я, через месяц после покупки первого автомобиля в компании друзей, гордо рассказала о том, что уже заливала незамерзайку в бачок, который под капотом. Но вот только ума не приложу, что буду делать, когда она закончится в заднем бачке, потому что я не знаю, где он и как его наполнять. Прошло уже 8 лет, а надо мной до сих пор подтрунивают те, кто застал это выступление. Нам этот комментарий показался очень милым и веселым. Саша, мы привезем тебе машинку, потому что мы знаем, что ты в Москве. Теперь вопрос номер 2. Очень серьезный, пожалуйста, все поучаствуйте в его решении. Скоро Новый год. Я не представляю, что дарить Толе на Новый год, потому что у нас нет времени с этим переездом абсолютно. Но если вы мне подскажете какую-нибудь интересную, оригинальную идею, я подгоню вам вот этот кипарик. Я бы и себе его оставила, но думаю, вам он подойдет больше. Собственно, жду ваши комментарии, ваши предложения и идеи. И хочу заодно показать, сколько сумок у нас получилось при переезде. И это еще не все. Завтра Аня привезет еще 2 сумки. И вы не представляете даже, как сложно ездить с этим чуваком. Но мы его очень любим, несмотря ни на что. А здесь вот я монтирую видосики. Всем хорошего дня, спасибо, что досмотрели влог. Надеюсь, он вам понравился. Мы все, как всегда, старались. Пока-пока.